все хотели одного: не болеть, не стареть, не страдать, не умирать. Живой носитель, он не виновен. Одним можно есть только кошерное, другим можно есть только вегетарианское. Нельзя сказать, что это их ущерб или еще что-то. Мозг отключится от времени и уйдет в пространство. Любой человек имеет право на ритмологию. Лишь бы люди всегда видели друг в друге только самое лучшее. И у каждого народа есть свои собственные легенды. И каждый народ поддерживается каких-то своих теорий, каких-то своих построений. И когда начинаешь все это собирать по крупиночке от каждого народа, и наконец-то понимаешь, что, в общем-то, все хотели одного. Но они потом разошлись и решили, что одним можно есть только кошерное, другим можно есть только вегетарианское, третьим можно есть только мясное, четвертым можно что-то в себя погружать, одно, второе, третье. А некоторые я предлагаю, они общечеловеческие. Это не болеть, не стареть, не страдать, не умирать. А дальше я начала думать над тем, а может ввести еще одно: не наказывать. Ведь на самом деле живой носитель, он не виновен. И мне очень нравится смотреть на матерей, когда что-то ребенок сделает не так, он прибегает к маме и ждет, что она его будет ругать, его. А она говорит: нет, ты здесь ни при чем, просто то, что ты сделал, это плохо. Давай сразу разведем. Вот есть дела плохие, но ты всегда хороший. Тебя я сейчас не наказываю, я тебя просто обучаю, что это сейчас делать не нужно. И тут же даю взамен: а давай сделаем вот это. То есть если что-то нас не устраивает в этой жизни, что-то нам кажется не так, это наши нестыковки. И своих ритмологов я всегда учу только одному: если вы подошли к какому-то человеку и сказали, что у него что-то не так по вашим параметрам, подскажите ему, что надо сделать, чтобы было так, тоже по вашим параметрам. То есть всегда дайте выход, всегда дайте ритмологическую нить. Не оставляйте его в мистериальной нити, не оставляйте в проблемной нити или ущербной нити. Все может быть. Есть наши отношения к событию, есть события, которые нас не устраивают. Когда мы очень глубоко погружаемся в соль, нас начинает пугать это состояние. Когда мы очень много едим сахара, мы понимаем, что надо запретить себе эту сладость. То есть если мы уходим в одну границу, чисто женскую границу, то, естественно, можно и пересахариться там. И я уже не буду говорить, чем это может быть кончится, но не болеть, это тоже одно из наших правил. Поэтому, когда люди говорят: ой, а что нам есть, чтобы соответствовать? Посмотрите по лучевому питанию. В конечном итоге мне все равно, едите вы мясо или не едите мясо, это ваше право. Я вам просто объясняю: если вы его съедите, то будет развертка на таком-то уровне. Если вы его не съедите, будет на другом уровне. Потому что огромное количество людей, мясоедов на земле. Ну и что? Это же нельзя сказать, что это их ущерб или еще что-то. Это их привычки. И из этих привычек тоже всегда есть ритмологический выход. Или они имеют право на ритмологию. Постепенно у них будет меняться и режим питания, будет меняться отношение к питанию, лучистость питания. Они сами оттуда выйдут или не выйдут. Это тоже их право, это их знаки. Ровно так же с вином. Есть люди, которые не могут себе представить, если им предлагают бокал шампанского, это праздник, они должны его выпить, или бокал красного вина, они должны его выпить. Да пожалуйста, лишь бы они потом знали, что на какое количество мозг отключится от времени и уйдет в пространство, только и всего. И ничего такого страшного не произошло, просто во времени человек сдвинулся чуть назад. Ровно так же, если он поел более тяжелые продукты, он тоже сдвинулся чуть назад в пространство, потому что пространственные все вещи, они живут по одним законам, временные по другим. По ленте времени идет постоянное движение, и
Ну, любой человек имеет право на ритмологию, каким бы он ни был, с какими бы он привычками ни пришел. Мы эти привычки можем считать вредными. Хорошо, мы говорим, у тебя есть вредная привычка, но мы тебе тут же предлагаем выход из этой привычки, пожалуйста. Причем есть всегда время на то, чтобы выйти из этой привычки. Если человек говорит, а я не хочу выходить, тогда он должен знать, насколько его эта привычка подвигнет к смерти, и она сдвинет его по ленте времени от жизни к смерти, только и всего. А то, что называется здоровым образом жизни, здоровым образом питания, оно его сдвинет наоборот, в другую сторону, от смерти к жизни. Вот так и идет перемещение. Лишь бы люди всегда видели друг в друге только самое лучшее. Для чего этот человек, по сути, находится на этой планете? Что он здесь делает? А вот когда очень много соли мы начинаем есть, у нас тоже получается застойное явление. Мы становимся очень медленными в принятии своих решений. И тоже нам не стоит туда уходить, потому что мы начнем очень сильно страдать, если туда уйдем.